Беру свой фатин. Фатин 3-метровой ширины у нас продается сложенный в 4 слоя в рулонах. Вот так в 4 слоя я на раскроенный стол себе и выкладываю. Срезы вот эти по ширине я скалываю булавками для того, чтобы они не ползли. Это делаю в первую очередь. Здесь, как вы видите, у меня один угол подпрыгнул, и мне нужно тоже этот фатин выравнивать, как и тафту. Это потребует чуть-чуть, несколько минут времени. Вот таким образом я сейчас уложу чуть-чуть дальше. За контуры первой линии выхожу. Перекалываю булавки, и в первую очередь всегда нужно выравнивать срез нашего материала перед раскроем. Беру свою линейку и под линейку выравниваю срез. Сразу все вместе. Так, чтобы у нас получилась одна красивая вертикальная линия. Если какие-то булавки нам мешают, чуть-чуть дальше их нужно переколоть. Вот мне сейчас парочка мешает. Воспользуюсь маркером здесь для того, чтобы вам было хорошо видно, но в реальной жизни, конечно, или мел, или мыло. Итак, вот я выровняла эту линию, и от нее я уже буду выкладывать крой. Какой будет крой? На основе прямоугольника. Что мне нужно сейчас? У меня сейчас моя длина юбки вот здесь была выбрана 29 сантиметров, плюс припуск по линии верха я заложила 1 сантиметр, итого 30 сантиметров. Вот фатин я хочу выкроить на 2 сантиметра длиннее, то есть 32. Я буду кроить сразу по длине 2 слоя вместе. 32 я умножаю на 2, 64 сантиметра. Для чего? Для того, чтобы ускориться в работе. 64. Итак, я за кадром провела эту линию. Также мы подкалываем. Здесь я сделала нужной мне ширины. Плюс, как видите, всегда идет какой-то участок на выравнивание материалов. Ну, то есть берите дополнительно к вашему расходу материала еще несколько там сантиметров, 10 хотя бы. У меня здесь получается, я откладывала 64 сразу в 2 настила, то есть 64 на 64 это мой рабочий расход, плюс 10 сантиметров на корректировку. Убираю теперь булавки. Беру свой выкроенный фатин, отделяю пока первый настил 4-слойный от второго. Беру 2 вот этих среза и раздвигаю их таким образом, чтобы один был с этой стороны поближе к краю, второй вот с этой стороны. Вот так делаю. Я буду сейчас работать вот с этими 2 срезами. Со вторым слоем делаю то же самое. Такие же 2 среза нахожу. Укладываю срез к срезу, и с этой стороны тоже нахожу срез и укладываю к срезу. Итак, оба среза я сколола. Здесь срез со срезом и здесь. Теперь садимся за машинку и соединяем эти срезы. Здесь мы можем использовать мононить, тонкую леску, либо обычную нить по вашему выбору. Юбка будет очень пышная, в обилии сборочек, и вот этого шва, который многих смущает, его просто не будет видно, не будет заметно.
Поэтому здесь допустимо использовать в том числе и обычную нитку для обычного шва. Эти нитки продаются под размером номер 40, но вообще он тоньше. Вот здесь лучше ниточка потоньше, поэтому, в общем-то, совершенно обыкновенную нитку номер 40 покупаете. Можно немецкую, можно китайскую. Здесь не несет особенной какой-то функциональной нагрузки на себе эта нить, поэтому можно и китайскую тоже брать и пользоваться. Очень многие свадебные наряды шьются китайскими нитками и при этом прекрасно носятся, сдаются на прокат. Я 20 лет занимаюсь прокатом, поэтому я вам говорю, вот в данной ситуации ее использовать можно. Для пошива корсетов нужно использовать немецкие нитки или ленинградские. А здесь при работе с фатином можно и китайскую использовать тоже. Также они годятся на обметку, эти нитки. Иголку я поставила номер 70, можно поставить 80-ю. Работаю также 90, но 90 это толстая, достаточно толстая для работы со свадебными вот такими вот тоненькими материалами, 70 или 80. И нитка, я уже все сказала. Хочу обратить ваше внимание вот еще на один нюанс. Вот срез фатина, иглу я прокалываю на полсантиметра дальше, чем вот этот вот срез. Вот видите, я сейчас краем ножниц, уголочком ножниц провожу по срезу. Вот от этого среза сюда 5 миллиметров, для того, чтобы машина не затянула внутрь вот этот вот край, чтобы вы спокойно могли проложить шов. Итак, выставляю на машине ширину стежка 3,5 или 3 миллиметра, что у вас получается. Я предпочитаю троечку. Троечка. И натяжение нити я ставлю четверка, либо тройка на моей машине. На своей машине вы должны попробовать сами сделать предварительно на обрезках фатина шов и посмотреть, чтобы не стягивалось. То есть, чтобы был обычный шов, но без, сейчас покажу, без вот такой вот припосадки. Вот здесь по вот этим швам она нам сейчас совершенно ни к чему, это будет дефект. Поэтому, как я уже сказала, я выставляю четверочку. Я заранее все проверила, да в принципе я и так уже знаю эту машину. С каждой машиной может быть вот на одно деление какой-то нюанс, не очень приятный. Не забываем делать закрепку. Вот здесь у нас есть на машине рычаг, на каждой машине есть подобного рода рычаг, для того, чтобы машина сделала обратный шов. Это я говорю для новичков. Также для новичков хочу сказать, когда мы продвигаемся, двигаем наш материал, мы его поддерживаем немножечко с одной стороны и со второй стороны руками. Не надо его тянуть ни в одну из сторон, а просто чуть-чуть придерживаем. Не доходим 4-5 миллиметров, несколько стежков в качестве закрепки. Теперь часть вот этого припуска на шов я буду срезать, оставляя только 1 миллиметр от соединительного шва. Я подрезала оба шва, возле обоих швов убрала лишние припуски на шов. У нас получилась одна общая полоса длиной 6 метров. Теперь мне нужно вот этот срез с вот этим срезом лицом к лицу. Складываю по всей длине. Для ясности вопроса начинаю работу с швом. Да и в принципе для удобства тоже вам будет удобнее начинать от одного из швов. Вот припусками на шов лицом к лицу припуски укладываю. И уравниваю вот этот срез, вот этот срез с вот этим срезом. То есть по длине шва я сложила свой прямоугольник пополам. Можно весь, можно часть, тут уж кому как удобнее. Он очень большой и расползается. И здесь вот с обратной стороны, с противоположной. Здесь у нас срезы, здесь я с противоположной стороны заутюживаю сгиб. По всей длине детали все 6 метров.
Придерживаю пальцами, заутюживаю сгиб. Придерживаю пальцами, подтягиваю нужным образом мне фатин, чтобы срез один был поверх другого среза, вот с этой стороны. Итак, придержала пальцами, провела утюгом, придержала пальцами, провела утюгом, придержала пальцами, провела утюгом. Тогда у вас получится четкий, точный результат. Отутюжила один участок, передвинула немножечко. Лучше всего для работы использовать утюг с антипригарным покрытием. У меня на утюге 3 режима. Я выбираю второй. Если вы никогда с фатином не работали, опять-таки на обрезках, на обшметках проверьте, выставите температурный режим и проверьте, как утюжит. Разутюживается, заутюживается линия. Итак, я всю работу выполнила, все заутюжила, аккуратно продвигала вот таким образом, когда утюжила всю эту полосу. Сейчас, чтобы вам показать и вам тоже для удобства в работе, рекомендую сделать вот такой шаг. Общую массу вот этих сложенных наших фалдочек, складочек скалываю несколькими булавками, для того, чтобы они сейчас не развалились. И поднимаю вот так. Теперь опять идем к машине и продолжаем работать. Беру нашу деталь заутюженную. И если я хочу ускориться, то я беру вот так, как он заутюжен, этот материал. Я сейчас прокладываю 2 шва. Первый шов на расстоянии 1 см, второй рядом с ним на расстоянии полсантиметра. Но я хочу не ускориться, а наоборот немножко задержаться на этом шве, для того, чтобы выдавить из этого материала максимальную пышность. Сделаю дополнительный шаг. Точно так же от заутюженного сгиба, но я при этом раскрою этот материал так, чтобы он был в один слой. От заутюженного сгиба на расстоянии 1 см прокладываю первый шов. Итак, я дошла до конца, сделала свой первый шов. Не делаю ни в начале, ни в конце шва. Мы здесь в данной ситуации не делаем закрепку. Разворачиваю фатин так, чтобы мне было удобно работать. Я повернула материал для того, чтобы вот эти метки были мне доступны. Они у меня только с одной стороны на этой машине. Если бы были бы с этой стороны, то мне бы вообще разворачивать материал сейчас бы не пришлось. Итак, делаю еще один шов. То есть между двумя вот этими швами сейчас у нас получится расстояние 2 сантиметра. Точно так же по кругу. Итак, вот результат проделанного труда. Вот оба шва. Что я теперь делаю? Я теперь смотрю внимательно, какая ниточка у меня более натянутая. Менее натянутая будет иметь такую, как небольшую петелечку. Более натянутая, вот я именно за нее и дергаю. Если у вас абсолютно одинаковые, то выбирайте любую, какая на вас смотрит. Так, беру один шов за 2 ниточки, которые на меня смотрят, и начинаю стягивать. У меня таким образом получаются сборочки. Сильно не убегаю далеко, беру за другие 2 ниточки другого шва и тоже подтягиваю. Не спешим, делаем это аккуратно. Самое главное здесь это аккуратность на данном этапе. И стягиваю так по кругу, постепенно, чтобы у меня получился мой обхват талии рабочий, который я использую сейчас. Когда уже присобрала, вот где-то вот на этом этапе, я могу себе уже взять на стол свой рабочий, где я сейчас работаю,
положить выкроенную и сложенную пополам нашу деталь юбки. Размер вот этих сборок, вот этой линии двух швов, которые я сейчас присбариваю вручную, должен быть таким же, как в юбочке. Поэтому юбочку положила и вот по юбке ориентируюсь. Закладываем между двумя слоями в центр юбки, закладываем наш материал. Вот наш шов, один шов такой и другой такой будет располагаться по бокам. Затем аккуратно распределяю вот эти все сборочки, еще раз корректирую их, подкалываю уже непосредственно к срезу талии. Теперь что я делаю? Если у вас машина похожая на эту, снимаю вот эту часть с машины и натягиваю вот таким образом на машину. Этот этап работы вы можете проигнорировать, а можете повторить за мной. Я это делаю сейчас. Я сейчас беру утюг и уменьшаю толщину фатина. Что я буду делать? Я натягиваю на доску, не обязательно такую маленькую, на обычную гладильную доску. Мне просто сейчас так удобнее для съемок, чтобы показывать вам и немножко ускориться в работе самой. Значит, и краем, вот этим участком утюга, буквально носиком, острием вот этим и чуть-чуть дальше, я заползаю горячим утюгом до шва, которым я соединяла фатин с нижним материалом, с тафтой. Но не дальше. Таким образом я уменьшаю толщину, и мне легче будет соединять пояс с юбкой. Даже если я буду пришивать, ну, допустим, я бы запланировала не к поясу пришивать, а пришивать к лифу, все равно это облегчает труд всегда. На основе прямоугольника мы собираем фатин, на основе солнца, полусолнца. Это не имеет значения. Когда у нас вот здесь такой пушистый край, мы можем уменьшить толщину просто за счет влажно-тепловой обработки. И нам потом легче и точнее у нас все получится. Так до конца по кругу я полностью сделаю это за кадром.